Приветствую гостей и зрителей канала. Для полноценной работы данного аддона вам нужно что? Его скачать. Сделать вы это можете на сайте CurseForge или с помощью их приложения, которое в будущем поможет вам очень удобно обновлять все ваши аддоны. Аддон называется Gathermate 2 и обязательное дополнение к нему Gathermate 2 Data. Только внимательно смотрите, для какой версии игры вы скачали аддон. Просто у нас есть Retail, а есть Classic. Будьте повнимательней. Если вы скачали с сайта, далее от вас потребуется открыть папку с игрой, перейти в папку Interface и закинуть сюда скачанный вами аддон. И в принципе все. Ну и теперь перейдем к самому аддону Gathermate. Данный аддон просто необходимая вещь для вас как фармера. Любите фармить траву и руду? То данный аддон вам просто необходим. Любите ловить рыбку? Он и тут вам поможет. В БК сейчас все фармят газовые облака. Он вам также будет очень полезен. В чем суть функционала аддона Gathermate? Все довольно просто. Он просто запоминает возможное место, где находится трава, руда, косяк рыбы или газовое облако, ну и так далее. Помимо функции запоминаний, он уже в себе хранит информацию о расположении большинства нодов. Ну и, кстати, раз такая пьянка, что такое нод? В переводе с английского звучит как узел. В игре вы можете найти, например, руду. Но мест появления одной и той же руды может быть несколько. На примере данного скопления нодов. Аддон показывает, что их здесь 4, но руду собрать вы сможете лишь одну. За исключением моментов, когда в одном скоплении нодов возможных респаунов сделано 2 или более. И так работает респаун всех ресурсов во всем мире военного ремесла. По умолчанию аддон лишь запоминает расположение ресурсов после их сбора. А для того, чтобы взять информацию из базы, вам потребуется. Открываем меню, интерфейс, модификации. Заходим во вкладку Gathermate 2. Во-первых, что здесь мы видим? Вы можете здесь настроить отображение ресурсов, которые вам нужны, либо не нужны. Вот мы видим, что аддон показывает, где находятся возможные места респауна залежей обсидиана. Заходим сюда, жмем и выбираем пункт. Только при поиске. То бишь что? Как только соберу первую руду, она станет отображаться. Показывает всегда. Когда вы выбрали данный пункт, аддон будет всегда показывать расположение нодов на всех персонажах, даже теми, которыми вы не собираете ресурсы. Если вы выберете не показывать, то бишь что? Правильно. Отображаться ничего не будет. По наличию профессии. Будет отображаться только когда у тебя есть собирательные профессии. Ну, по-моему, это самый оптимальный вариант. И так абсолютно можно со всеми профессиями. То есть, оп, у нас появилась дополнительная трава помимо руды. Ну, а также вы можете во вкладке фильтры указать те ресурсы, которые вам нужны. Допустим, вы можете убрать все галочки и поставить только золотую жилу. Ну или медную жилу. Да, и таким образом у вас будет отображаться только медная руда. Ну и что же нам нужно сделать для того, чтобы появились все эти значки на карте? Заходим все так же в Gathermate 2 в модификациях. Выбираем пункт импорт. Обязательно выбираем слить, для того, чтобы он дописал всю информацию, а не перезаписывал. А то вдруг вы уже где-то собирали руду или траву, допустим, в какой-то новой локации. Если вы вдруг выбрали перезаписать, то в таком случае он удалит ту информацию, и если он ее не может заполнить, он вам не вернет, он ее просто удалит. Так что лучше выбирать слить. Далее выбирайте нужные вам профессии, да, или нужный ресурс, который вы ищете. Выбираете дополнение при желании, при желании. Если вы выберете дополнение, но не поставите галочку, он не выберет никакого дополнения. То есть выберет все. И нажимаете кнопочку «Импортировать». Также можете поставить автоимпорт. Это нужно для того, что если вдруг какая-то информация дополнительно появится в базах, то он ее автоматически пополнит. У вас эта кнопочка будет гореть красным. Я из-за того, что уже импортировал, она у меня горит серым. Нажимаете, и появляются все ресурсы на карте, что вам нужны. То есть вот трава, руда, сундучки. Где-то, может, там косяки с рыбой вас интересуют. И они будут отображаться, если вы поставили отображение их. Собственно, думаю, понятно. Если у вас вдруг появились какие-то проблемы с аддоном, вы можете написать команду reload, перезагрузив интерфейс. В таком случае у вас, возможно, он заработает. Также обязательно проверьте, включен ли у вас данный аддон. То есть вот Gathermate 2, Gathermate 2 Data. Обязательно, чтобы было включено. И обязательно, чтобы стояла вот тут галочка, потому что по какой-то причине, допустим, может аддон считаться устаревшим. И без этой галочки он работать не будет. Аддон должен работать.
Если вдруг у вас остались какие-то вопросы по поводу данного аддона, пожалуйста, вы можете их задать мне, либо перейдя в Discord-канал, вы меня там найдете под никнеймом Левантон, либо же можете написать в комментарии под видео. Я постараюсь вам на них ответить. А на этом все. С вами был я, Левантон. Надеюсь, видео оказалось вам полезно и интересно. И не забывайте, пожалуйста, про лайк, подписку и колокольчик. Всего вам самого сочного, прекрасного и великолепного. Удачи вам!